Здравствуйте, я Юлия Сайфан, художница. Мне задают вопросы разного уровня, в том числе и люди, которые только-только начинают рисовать, о том, как смешивать цвета. Но я решила сегодня ответить в этом видео на вопрос. На все вопросы я отвечаю сразу в комментариях, но потом, когда у меня появляется свободное время, я могу рассмотреть его для остальных тоже, потому что часто это какая-то общая боль, которую нужно лечить. Не получается зеленый, который ближе к бирюзовому. Рассмотрим триаду, в которой не получается бирюзовый, а затем ту, в которой получится бирюзовый. Итак, желтый. У меня есть такой теплый желтый, так он называется, желтый. Этот красный называется кармин. И синим я беру ультрамарин. Давайте посмотрим, что можно намешать. Начнем с того самого зеленого, на котором построен сегодняшний вопрос. Вот вам теплый зеленый, который получается желтого и ультрамарина. Заодно посмотрим, какой оранжевый можно замешать кармина и желтого. Ну и посмотрим, что будет от смешения ультрамарина с кармином. Будет такой коричневый. Уточню его. В этой ситуации фиолетовый невозможен. Здесь у нас получилась теплая триада из теплого синего, теплого желтого и теплого красного. А как намешать фиолетовый, бирюзовый, сейчас мы и рассмотрим. Для этих целей я беру синий, я беру желтую лимонную, это холодный желтый, и беру мадженту, это розовый. У меня холодная триада, то есть лимонный, синий и маджента, это три холодных цвета. Этим я хочу сказать, что из всех желтых лимонный самый холодный, из всех красных маджента самая холодная, а из всех синих вот этот самый у меня синий в талу блю, он самый холодный. И вот то, в чем состоит ответ на вопрос, откуда взять бирюзовый. Это холодный желтый и холодный синий. По тому же принципу и фиолетовый, он из холодного синего и холодного красного. Или можно его назвать розовым, а самое точное название маджента. И смешаю лимонную желтую с маджентой. У меня получается оранжевый. Посмотрим какой. Когда я преподавала деткам основы живописи, у меня было требование непременно 3 цвета и больше ни в коем случае. Была убеждена в том, что расширение палитры на холодный зеленый, это вот бирюзовый, о котором мы говорим, добавление в палитру фиолетового усложняет живописную задачу. Рано или поздно тот, кто обучается живописи, задаст этот вопрос: а как мне намешать этот бирюзовый или как сделать фиолетовый? Кстати, и с оранжевыми
часто тоже вопрос, потому что они недостаточно чистые в смесях получаются. Я лично давала всегда возможность ребенку дойти до этих вопросов, чтобы на них отвечать. Потому что чем больше возможностей, тем больше выбора, это больше путает. Уточняю, что я говорю сейчас о азах, о первых этапах, первых шагах в живописи. Давайте посмотрим, как обычно выглядит расширенная палитра у художников. Я говорю о целой картине всех художников вместе, а потом покажу, что конкретно я пользуюсь, что у меня в моей палитре. Оба желтых, холодный и теплый. Два красных, теплый и холодный. Два синих, холодный и теплый. При наличии холодного красного мадженты у вас получатся прекрасные фиолетовые. Тут все равно, с чем вы смешиваете эту мадженту, или с теплым, или с холодным синим. Для холодных зеленых в вашем арсенале есть холодный желтый, холодный синий. С оранжевыми дело обстоит проще всего. У нас есть оранжевые желтее и есть оранжевые краснее. Давайте посмотрим, что есть в моей палитре и чего в ней нет. У меня непременно есть холодные зеленые, один чистый оранжевый, чистый фиолетовый, я люблю вот такой чернильный. Называется он Blue Violet. Я не пользую красный цвет, у меня есть коричневый для теплых темных цветов. Для пейзажной живописи нужен теплый зеленый и голубая морская. При наличии этой краски от синей я отказываюсь. Ну и напоследок я покажу вам, на какие цвета пал мой выбор. Моя палитра для пейзажной живописи, я выхожу писать на улицу. Сине-фиолетовая, холодные зеленые, теплые зеленые, желтые, охра, неаполитанская желтая. Из красных у меня маджента и коричневая. Если вам понравилось это видео, на моем канале есть еще. Непременно оставляйте отзывы, ставьте лайки и подписывайтесь. До свидания.